Привет! Сегодняшнее видео будет отличаться от других. Это будет не тренировка, не приготовление какого-то блюда, а просто разговорное видео, в котором я немножко расскажу о себе и отвечу на самые популярные вопросы о тренировках. Ну что, готов? Тогда погнали! Наверное, лучший вариант начать это видео с рассказа, почему я вообще в этой сфере, как я сюда попала и почему я выбрала именно это. Причина, наверное, самая элементарная. С самого детства я видела перед собой пример, что моя мама всегда тренировалась, всегда старалась там правильно как-то питаться, не есть какие-то вредности. Она всегда брала меня с собой на тренировки. Я сидела в детской комнате и смотрела, как они занимаются. Да и в целом я всегда видела, что маму волнует, как она выглядит. Она всегда тренировалась, всегда стремилась там стать лучше. Поэтому, наверное, я и попала в эту сферу. Мне всегда это было интересно, и мне хотелось узнать больше, как, что работает. Лет с 4-5 в моей жизни прям постоянно были какие-то физические нагрузки, потому что я пошла на танцы, постоянно ими занималась несколько раз в неделю. Но о фитнесе я узнала, наверное, лет в 12-11, когда начала чередовать танцы и занятия с мамой. Когда мне было 13, мама купила мне впервые абонемент в спортзал. Я помню, как я была счастлива, что, я стану такой красоткой. Помню, как тогда я приходила в спортзал, и я понимала, что я не знаю, как устроены тренажеры. Мне было капец как страшно узнать, как это работает. Поэтому я просто ходила на дорожке, на эллипсоиде. Ну, это было для меня, наверное, самое стандартное. Я приходила, делала кардио и уходила, думая, что, я тренируюсь, капец. Так я и занималась кардио, иногда смотрела, как другие делают упражнения на тренажерах, пыталась проанализировать, как лучше, пробовала сама, но, честно говоря, к успехам никаким это не привело, я не продолжила. А потом мама открыла для меня групповые тренировки, и я думала, все, у меня сейчас будут кубики, красивые накачанные ноги. Я прям мечтала, что с помощью групповых тренировок я стану прям фитнес-бикини. Ну и забегая вперед, фитнес-бикини я не стала, потому что лет в 13-14 как раз в это время у меня начался гормональный сбой. Мой вес пошел вверх сильно, и я, наверное, поправилась килограмм на 10 тогда. До сих пор с ужасом вспоминаю тот период, это был 8 класс. И, наверное, у многих такое происходит, но в тот момент я не могла никак контролировать себя, я просто ела. Поэтому никакие тренировки, какие бы сильные они не были, не помогали вообще. Да и в целом, на самом деле, я понимаю, что на тот момент, наверное, я не хотела реально как-то сильно поменяться. Занималась. Для меня осознание того, что я что-то делаю для себя, было достаточно. То есть именно каких-то супер изменений фактически я и не хотела. Итак, лет, наверное, до 16 я и занималась в зале. Несколько раз в неделю я приходила туда, делала кардио, иногда ходила на групповые занятия, пробовала что-то делать на тренажерах, и мне было этого достаточно вполне. И лет, наверное, в 16 немножко все изменилось. У меня тогда было серьезное расставание с парнем, мне хотелось заедать горе сладеньким, не хотелось вообще тренироваться, и поправилась я тогда еще на 5 килограмм, это, наверное, был мой максимальный вес. Я сейчас смотрю фотки, это, конечно, полная жесть. И тогда, наверное, меня это напрягало, но одновременно я понимала, что мне так комфортно. А это, видимо, было заметно, потому что я столкнулась тогда с осуждением, поняла для себя, что нет, все, я буду красивой, я должна быть красивой, должна быть худой, и решила прям худеть. Но, естественно, делала я это максимально неправильно. Я не завтракала, не ужинала, ела все подряд в течение дня, но супер нерегулярно. Действительно, вес тогда шел вниз, потому что я еще вернула тренировки в свою жизнь, и качество тела, конечно же, у меня прям сильно ухудшилось, но для меня это было не приоритетно. И так, наверное, лет 17 я продолжала жить в стабильном весе, ела все, что хотела, тренировалась, и он шел то чуть-чуть вверх, то чуть-чуть вниз, но в целом был стабилен. Но где-то в глубине души я же понимала, что меня это не устраивает, потому что, я была крупнее других девчонок. Да, у меня были формы,
но я всех убеждала, что это мышцы, и все мне говорили: о, у тебя такие мышцы, такие ноги. Но сейчас-то я понимаю, что ноги у меня были большие не из-за мышц. Ну а различные мои попытки похудеть, я там не ела мучное, не ела сладкое вообще, обычно приводила к срывам, то есть там неделю я могла что-то не есть, но потом могла наброситься и просто объесться, естественно, вес возвращался. Ну и тут года полтора, наверное, назад стал популярен марафон по похудению. Мне стало интересно, что же это такое, потому что до этого я пробовала что-то наподобие, но обычно сдавалась, бросала прям практически сразу же. Но тут я себе пообещала: нет, все, если я покупаю, я вот 100% буду следовать вот прям точно. Ну и марафон этот состоял из каких-то простых тренировок и полностью прописанного питания, но так как я себе дала слово, все я готовила просто порционно, все как надо, все как было прописано, по граммам, все рассчитывала, даже купила себе кухонные весы из холодильника, тогда я выбросила все вредное, то есть мое питание прям кардинально поменялось. И тогда, в конце первого месяца марафона, я увидела результат. Это было 4,5 килограмма. И так как мы делали фотку до и после, сравнив их, я просто обалдела, потому что реально видно было, что я очень поменялась. Ну и тогда, наверное, это как раз и заставило меня задуматься, почему я похудела, как бы что изменилось. Это было 5 или даже 6-разовое питание, я ела реально много. Я думала, я только поправлюсь от такого количества еды, но как бы результат был очень крутой. Так я решила, что 100% пойду на второй марафон, на третий марафон. И уже, наверное, после третьего я начала сама разбираться, почему я худею, то есть какие продукты я ем, как это вообще связано между собой. И вот сбалансированное питание как раз меня стало максимально интересовать. Я стала покупать различные какие-то гайды, обучения, читать очень-очень много в интернете, подписалась на разные блоги, паблики и стала разбираться, как вообще это работает, как работают белки, жиры, углеводы, как они связаны между собой. Да и тренировки я тогда изменила, потому что на марафоне они реально были слабоваты. Заставлять питание, прописывать тренировки. Я поняла, что это безумно мне нравится, и начала делать уже это самостоятельно. То есть я не решила не идти на 4-й, 5-й марафон, я начала питаться именно сама. Был у меня даже такой этап в жизни, когда я создала блог и рассказывала там что-то о своей жизни, как я тренируюсь, как я питаюсь, делилась какими-то своими знаниями, но поняла, что как-то это мне не прям супер-супер нравится, хочется что-то другого. Но составляя другим питание, прописывая тренировки, я понимала, что результат есть, училась, как именно это работает, почему это работает, как это все связано, и понимала, что это мое, это то, чем я как раз хочу и заниматься. Ну и в целом это, наверное, вся такая история, которой я хотела поделиться. Думала, она будет небольшая, но получилась такой довольно-таки объемной. Надеюсь, моя история была кому-то интересна, возможно, даже полезна. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, всегда обращайтесь, я рада помочь, открыта к общению. А в следующей части я хотела бы ответить на самые, наверное, популярные вопросы, которые мне когда-либо задавали по питанию, по спорту. Поэтому обязательно заходите и смотрите мои новые видео.